Ивенты, Еванты. О, так и знал. Ну, это мой стиль, друзья. Братишка. Друзья, всем привет! Финальный раз вам напоминаю, чтобы вы зашли в игру и забрали новую чемпионку, главную бандитку. До конца события уже меньше 22 часов на момент выхода видео. Также, друзья, судя по всему, в двух последних видосах я вас дезинформировал. Потому что сразу же после выхода появились комментарии о том, что она доступна не с 6000 трофеев, как я говорил, а с 3600 трофеев даже, а может быть и ниже. Так что практически всем она доступна. Поэтому не ленитесь, заходите, забирайте. Очень важно, чувствую себя продавцом на базаре. Также, друзья, сегодня в игре появилась акция, в финале которой за 250 коронок, кстати, много коронок придется набить, дают 3 эволюции снежка. То есть из магазина убрали эволюционные осколочки определенных карт и перенесли вот в такие ивенты. Евенты. Или как это все? Я, короче, знаю, как по-английски пишется. Ивенты. Ивенты, да. Пусть будут ивенты, евенты. Поматерился на чукотском. Также здесь, друзья, два украшения. В частности, опять же, главная бандитка, которая прячется в травке с коронкой. Прикольное тоже украшение. Ну и, конечно же, лаки-боксы разной редкости и джокеры обычные и редкие. Так что тоже учитывайте, тоже лутайте все это. Ну а мы сегодня будем играть с карты, которая немножечко отошла на задний план. Хотя она только появилась в игре, так же, как и главная бандитка. Это эволюция палача, естественно. С этой картишкой подобрал вам 5 лучших, самых сильных колод из топа мира, которыми сегодня и сыграю. Для начала, друзья, вот такая колода, естественно, колода Вайпера. Куда же без нее? Играться она будет с башней принцессы у нас. Ну и, собственно, погнали сразу в бой. Я думаю, все знают, все видели эту колоду. Ну а если не видели, то уже видели. Чё я сегодня несу? Ну ладно. Постарайтесь с этим смириться. Настроение сегодня что-то такое. Вот такое, прям такое. Не знаю, надо ли будет торнадо? Нет, не надо будет. Идеальная валечка пошла. Давайте здесь вот так вот закатим. Не надо, пикай, не пикай. Не пикай, рыцарь. Принц, вернее. Активация ГЗшки, похоже, подъехала. Для нас. Здесь главное не косякнуть. О, так и знал. Вот зачем, вот зачем? Зачем? Ну, это что-то необъяснимое, друзья мои. Ладно, давайте хотя бы здесь без косяков попробуем. Рано он прожал. Торнадировать здесь будем? Не, я думаю, Хога просто закинем. Ой-ой-ой-ой, Хога в Мега-рыцаря, как хорошо, а? В кавычках, естественно. Интересно, вот так активирую? Активировал, кстати. Ну ладно, хотя бы здесь еще поборемся. Хотя бы я вышку еще не потерял. Но сыграл пока вообще отвратительно. Пока просто ужасно играю, друзья. Но вы знаете, это мой стиль. Это мой стиль, я буду камбэчить. Значит, будем камбэчить. После такого количества косяков надо будет красиво закамбэчить. Я думаю, что я с этим справлюсь. Тем более теперь я знаю, что за колода против меня. Хотя она видоизмененная. Ну что ж поделаешь. Давайте ставить сюда гоблинов. Хогушку в атаку. И торнадо сейчас будет наготове. Ну у него фулл контра, да? Хорошо. Ничего хорошего, конечно, но что поделаешь. Здесь палачка отлично разменивается. Да, шикарно разменивается, по-моему, палач здесь. Ну и эту мы игнорируем, мадаму. Так, я думаю, я здесь ракету прям закину. Вот так вот нагло, да. Он догадается обилку прожать? Нет, не догадывается. Тогда вот так делаем. Гоблины сюдым-тудым. Ну, я думаю, что здесь все норм. Да. Будем Хога закидывать? Нет, не будем. Не будем. Здесь уже я переборщил. Я же до этого ракету закинул, поэтому ну какой Хог? Какой Хог? О чем вы говорите? А вот валечку вот так поставим. И вот сюда вот палача тоже добавим. И я думаю, что даже торнадо здесь можно дать вот такое. А каким образом я так много урона получил? Вот не понял, кстати. Сейчас там будет мини-пека. Я с бревном проатакую, поэтому.
И вот такое торнадо. Еще кидай. И ракета. 540. Ракета и бревно, короче, и добиваем, по идее. А у него нет, да, заклинаний вообще? Ну, прикольно. Ну, забавная такая первая игра с кучей ошибок. Но выиграл на спокойничай. Я вот не понял, как я дофига так урона получил, в какой фазе. Ну, это мой стиль, друзья. Вы сами знаете. Главное, выиграл и нормально. Двигаемся, значит, дальше. Только сначала откроем лаки-бокс, из которого выпадет, как обычно, какой-то мусор. И перейдем к следующей колоде, которая склад-бой. Вот такая сборочка, друзья. Что-то похожее я показывал в начале сезона. Ну и вот все окончательно сформировалось. Здесь мы видим стражи, которые замечательны в текущей мете. Видим пламенного дракона. Дополнение к противовоздушной защите в виде палача эволюционного, что неудивительно. Все-таки мы про эту карту сегодня говорим. Ну и здесь еще вышибал. Достаточно тяжелая защитная колода. Но в атаке у нас есть заморозочка, есть кладба, поэтому все хорошо должно быть. Единственное, что надо, конечно же, здесь соблюдать определенные правила. В частности, не лезть на рожон, не торопиться атаковать до того, как разведываем колоду соперника. Ну и, собственно, атаковать лучше, наверное, на двойном эликсире. У него тоже, кстати, вышибало. Это может быть как электрогигант, так и такая же кладба, например. Не знаю, пламенного ли сюда подставить. Давайте до пламенного для начала я поставлю. Только заморозочку пусть ледяной колдун кинет вот туда. Для начала, да. Потом мы заморозку здесь дадим тоже. И я думаю, что... Так, я думаю, что здесь надо с торнадо это все исправлять. Стрелы, огненный дух. Ничего себе, он лучше меня разменялся в итоге. Интересно, он с кладбой тоже играет или с чем? Может быть, шарик еще... Потому что у него ледяной колдун. Ну, а может быть, кладба. Тоже, короче... Вот это вообще не ожидал. Вот это вот вообще не ожидал, друзья. Хогушка выскакивает. Ну, такая колода с Хогушкой — это странный выбор, если честно. Мне кажется, не лучший. Ну и палача мне надо реализовывать. Надо будет его почаще выставлять, потому что он сильный будет в этой дуэли. Давайте, собственно, наверное, его и поставим сразу. Сейчас вот так вот. Так. И вот под вышибалу желательно бы не подставляться. Но он сейчас что-то еще тоже должен будет выставить. Мини-пека. Окей. Вышибалу ставим вот так вот. Помним, что у него есть заморозка, поэтому он не будет ее здесь давать. Хорошо. Будем ли выставлять здесь рыцаря? Нет, я не думаю. Я думаю, что мы здесь подождем просто. И пламенного сейчас можем откайтить. Кайтить вот так вот. А здесь активация ГЗшечки. Ну и заморозку придется давать. Он тоже решил дать заморозку. Но под тремя стволами, братишка, как-то не очень хорошая идея. Я здесь вот так агрессивно сыграю. Потому что он много эликсира потратил, друзья. И поэтому я иду в атаку. У него стрелы нашлись. Ну, а мы здесь пламенного добавляем. И урон там нанесен, конечно, не тот, на который я рассчитывал. Но, тем не менее. Здесь дуэль пламенных, стражи добавляем сюда. Он пытается выиграть эту дуэль и правильно, кстати, делает. Это надо делать. Ну, а мы крутимся до палача еще одного. У нас колода поинтереснее, на мой взгляд. Мы сейчас просто проатакуем еще с ней. Сменяем направление булыжников моего соперника. Закидывает он стрелы. Сейчас как будет атака? Как будешь защищаться после того, как стрелы отдал, братик? Что-то мне подсказывает, что у тебя сейчас будут проблемы. Мы сейчас заморозку еще накинем сюда. Вот такую. В ледяного колдуна тоже. Ну и урон пошел. Стрелы он уже докрутил, к сожалению. Но у нас уже есть палач. Он-то эволюционный, как бы. Поэтому все должно быть норм. Мы здесь поставим сейчас вот так вот стражи. Вот так вот рыцаря среагируем. И палач, собственно, пошел. Ой-ой-ой-ой, как же пошел палач. Здесь торнадо. И я думаю, что надо пламенного доставлять. Сейчас будем заморозку эксплуатировать. Но сначала кладбу накинем. Кладба пошла. И заморозка. Опять во все его картишки, которые были досягаемы. Снова стрелами он дефается, к сожалению, неплохо. Ну и здесь стражи.
Опять же, выставляем палача. Это то, что нам дает в этой игре преимущество. Эволюционный палач. Теперь вышибалу из глубины. Сейчас уже не будем нестись в атаку. Здесь уже можно будет сейчас заморозочку подкинуть. Ну, после него, наверное. Ладно, давайте вот так вот, да. После него даем заморозочку. Еще один палач пошел. Торнадо. А вот это он не ожидал, да? Он не ожидал, что у меня палач его сейчас раскукойлдит. Раскуканит. Короче, сделает все как надо, палачик наш. Здесь заморозочку можно дать, потому что он тоже будет давать заморозку. Ну и погнали теперь в атаку. Давайте еще пламенного добавим. Здесь все торнадируем сюда. Стражи. Не, братик, это поражение. Прости. Ну, такая упорная игра двумя похожими колодами. Правда, у него очень странная. Хога брать вот в такое, это глупо. Это как минимум глупо. И вот он, собственно, урона практически не нанес. Ну, мне такая кладба, если честно, не очень зашла. Она очень тяжелая. Очень защитная, классическая мне поближе, а еще больше мне понравилась кладба, которую я играл вчера с главной бандиткой. Если не видели это видео, то рекомендую посмотреть, кладба реально там прикольная. И что самое интересное, она без торнадо, без ослабленного, занерфленного торнадо. Ну а дальше побурим. Побурим вот такой колодой с золотым рыцарем, самым неоднозначным чемпионом, на мой взгляд. Его обилка это либо феерия, либо разочарование. Для меня чаще разочарование. Сыграем, но надеюсь не разочаруемся, тем не менее, но вероятность присутствует, так скажем, друзья. С бревном он атакует, поэтому придется стражи здесь доставить. Заболтался. Заболтался и урончик получил поэтому. И нехорошо разменялся поэтому. Давайте золотого рыцаря. Хог 2.6 против нас, судя по всему. Неправильно, кстати, ставит, поэтому активация ГЗшки пошла сразу же. У него там ледяной дух еще, да? Или что? Что ты? Ну, зря я здесь обилку прожимал. Ладно, по этой же стороне сейчас пойдем в правую вышечку. Он бревно отдал вроде. Он же отдал бревно, поэтому давайте со стражами вот так вот, чтобы ему сложно было. Он сейчас докрутится до бревна, да, опять. Ну, а гоблины, смотрите, урончик там наносят. Мои хорошие. Умнички мои, хорошо. Пушка наготове. Ставим? Нет, давайте бревно сначала скинем. Потом золотого рыцаря. С ледяным духом. Ну, а здесь торнадо. Обилку не прожимаю на этот раз. Не вижу смысла. А вот гоблинский бур заслать... Не, пока не буду тоже. Давайте на фаер подбайтим. В принципе, фаер в палача это так себе идея для него. Но он решает идти в атаку. Давайте тогда палача прикрывать здесь. Спасать его максимально. Да, и фаер он в палача в итоге не отдавал. Гоблины урончик сейчас будут наносить. Ну, хорошая защита здесь. Давайте бревно отдадим. Пушку поставим. Ледяным духом поможем. Чтобы наверняка. Ну и с глубины ставим золотого рыцаря. Начинаем, короче, атаку. Он собирается снова жестко атаковать, что ли, сразу? Ну, дружище, у меня цикл не настолько медленный. Ты где-то просчитался, мне кажется. Тем более у меня на поле боя стоит этот самый чемпион. Давайте здесь вот так вот все приторнадируем. Бревнишко тоже отдадим туда. Ну и палач сейчас должен что-то сделать. Что-то сделай, палач. Палач не хочет ничего делать, хочет идти за ледяным духом. Ой-ой-ой, какая активация ГЗшки. Но я не думаю, что это он специально сделал, но было неплохо. Было неплохо прям. Пушечка снова.
Фаербол плохой. Это плохой фаер, дружище. Отдал бревно за сразу же стражей сюда. Обилка. Обилка уже все, уже закончился золотой рыцарь, а я только обилку собрался жать. Да. Ой, вот это он ошибся. Идем сразу же в атаку. Торнадо. Давай, давай. Хорошо. Еще разочек. Хорошо. Отлично. Здесь бревнишком добьем. Что это? Это он сдается или это он меня фаерами собирается закидывать жестко, люто? Видимо, собирается фаерами закидывать. Не сдается. За это респект. Гоблинский бур в атаку. Ну так-то может быть и тяжело сейчас вообще-то. Не, с тем, как он сейчас вот это вот делает, это не будет тяжело. Ладно, пора и в атаку сходить. Как говорится, пора и честь знать. Ну давай обилочку нормальную дай в конце концов. Не. Золотой рыцарь не хочет. Я вообще не чувствую его обилки. Я его вообще не чувствую. Ну вот Хог 2.6 играл хорошо, чувак, но ему сложнее, гораздо сложнее. Потому что мне Хога дефать и торнадо, и пушка есть, а ему гоблинский бур это всегда надо кучу контроля дать. Перемещаемся из-под земли в воздух и быстрый шарик. Ну как быстрый? Умеренно быстрый шарик, так его назовем. С стражами без защитного здания, кстати. Беззащитная колода получается, с принцессой играется, ну и погнали. Эволюция Валькирии, эволюция Палача. Эти две эволюции должны неплохо сочетаться. Темный принц сразу. Ну давайте шахтера против него. Разрядик тоже дадим. Ну уже запоминаем. Летучие мышки у него есть. И может быть копейщики. Очень вероятно, что копейщики. Пока больше ничего не выставляю. Жду. Жду, смотрю. Угу. Ну вот здесь можно палача в мага его поставить. Так, ну и давайте... Ой-ой-ой, блин, ну как так-то? Что-то зазевался. Хотел идеально сыграть, в итоге сыграл коряво ужасно. Бревно интересное. Шахтер вот туда, чтобы туда Темный принц реагировал, если что. А один страж фигачил бы вышку. Хорошо, план сработал. Ну, как сработал? Как минимум фигачит вышку. Страж, уже хорошо. Давайте сначала разряд, потом Валькирия. Может быть, ему еще придется на нее что-то ставить. А, придется ставить. Ну, колода у него неприятная, поэтому надо будет играть аккуратно. Этого недостаточно, братишка. Вот так хорошо. Давайте палач здесь и ледяной дух. И, возможно, даже все, потому что я хочу перейти в атаку. И, возможно, даже... Нет, с шахтером. Давайте с шахтером. И торнадо, может быть, просто я дам сейчас. Сейчас надо посмотреть, с чем... А, он мега-рыцарем. Нет, тогда никакого торнадо ни в коем случае. Тогда стражи просто в окружении. Валькирию сюда тоже подтянем. На эти переговорчики. Палач. Ага, и у него молния еще. Понятно. Ну и у него остались летучие мышки, поэтому я атакую. Разряд здесь главное сейчас будет дать. Даем его, несмотря на то, что он темным принцем прессингует. Здесь мы успеем. Да, стражи успели поставить. Ледяным духом подстраховываемся. Валькирии додефываем. И все. И получается победа. Но у него маг и летучие мышки, две противовоздушные карты. Если одну отдает, то потом мы легко реализуем победку.
Поэтому на этом мы сыграли, собственно. Давайте с шахтером здесь защищаемся. Снова разрядик отдаем. Корявенький, кстати, поэтому летучих мышек добиваем ледяным духом одну летучую мышку. И все. Это победа. Ну, он мог молнию еще дать в шарик. Хотя я не помню, может быть, он ее до этого в атаку отдавал. В любом случае, неплохая колода. Рекомендую. И финальная сборка, друзья, буквально вчера-сегодня появилась. Заполонила топ мира. Как минимум 5 человек в топ-100 я видел с этой колодой. Снова гоблинский бур. На этот раз с ракетой. И, внимание, с берсеркшей. С бафнутой недавно картишкой, которую увеличили запас здоровья. И поэтому вот она потихонечку начинает играться. Хорошая карта с учетом стоимости за 2 единицы эликсира. Это самый дешевый мини-танк получается. Причем за 2 единицы эликсира, опять же, там неплохой запас здоровья. Очень даже неплохой. Ой, что-то надо успеть записать. Надо успеть. Так, давайте здесь пушку ставить, наверное. И вот как раз берсеркша сейчас пойдет махаться. Здесь ракету закину. Ну, знал бы прикуп, конечно же, бы пушку бы не ставил. Как говорится. Ракета-то все равно ушла, и была бы очень хорошая ракета. Ну ладно, это уже фантазии. Итого у него странная колода. Маг, Валькирия. Ага. Ну сейчас-то Валькирии, по-моему, в цикле нет, поэтому я гоблинский бур закину. Дровосек есть. Шарик... Нет, с шариком, блин. Уже показал этот, а я все гадаю, что у него за колода. Ладно. Давайте ставить палача. Я боюсь, что у него есть торнадо, поэтому надо быть готовыми подстраховываться. Давайте стражи. Перейдем в атаку. Вообще смысл, наверное, есть. Кстати, в этой колоде же нету торнадо. И это, кстати, такой-то как бы косяк, мне кажется. Да, вот как ей... Чисто, короче, деф колода. Зря я тогда так агрессивно играю. Это деф колода, которой надо сидеть и не рыпаться, получается. Так, успею ли я бревно дать? Нет, не успею. Да, это надо сидеть, сушить весла и все. Без торнадо здесь максимально, короче, неприкольная колода. Я ракету закину. Я уверен, что я задефаюсь с палачом эволюционным. Стражи сюда. Ну и гоблинский бур в защиту. Вот и все. Нет вариации в атаке. Сейчас он пеку ставит и типа я снова защищаюсь. Ну окей. Давайте бревно сначала скинем. Палача поставим. Сюда так. Ну и переходим в контрнаступление. Там у него уже Валькирия, по идее, готова. Но мы... Да, блин, мне... Ну это, короче, сугубо защита, друзья. Чисто защита. И все. И ракета. Защита и ракета. Ну, вот эту защиту хрен пробьешь. Потому что быстрый цикл. Берсеркша тоже нормально дефает. А не, братишка, не все так просто. Хреново я здесь сыграл. Ладно, у нас ракета все еще есть. Сейчас мы ее закинем. Это плохо от него было. Это уже его ошибки пошли. Халявная ракета благодаря этой ошибке. Давайте гоблинский бур еще туда я зашлю. Все-таки. Пушку пока ставить не буду. Палача поставлю. Сюда же вот так.
Ледяной дух, бревно здесь. И уже еще одна пушка есть. И вот попробуй это пробить, братик. Ой, палач, разменяйся. Ну, пойдет. Пойдет. Такое пойдет. Здесь еще один палач. Пушка. Ледяной дух, бревно. Не-не-не-не-не, не надо. Не надо нам таких приколов под конец катки. Фу-ху-ху-ху. Ну, друзья, это, конечно, вообще душниловская колода. Первый раз я играл и не сразу осознал, что здесь вообще нет атаки. Вообще только гоблинский бур, который причем никаким заклинанием особо не поддержишь. Да, ракетой, там бревном, но вот торнадо нет под палача. В атаке палач бесполезен. Очень странно, но вот, друзья, вот такой вот сейчас абузят. Вот это вот одна из самых сильных колод. И я понимаю почему, потому что в защите ее хрен пробьешь. Что ж, такое противоречивые впечатления. В итоге по этим всем колодам очень много бурильных колод в топе с палачом, много... Все почти защитные. Это, конечно, не для меня. Но, тем не менее, лучшие колоды с палачом эволюции я вам показал. Ну, а дальше выбор за вами. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.